Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своим собственным рецептом теста для домашней пиццы. Этот рецепт выведен мною лично в течение нескольких лет опытным путем, пробами и ошибками и доведен до идеального состояния. Есть, конечно, другие рецепты теста для пиццы, например, итальянское тесто для пиццы. Кстати, ссылочки на такие рецепты я оставлю в описании под этим видео. Такие пиццы я уже пекла на своем канале. Кому интересно, заходите, смотрите. Кстати, это тесто делается очень просто, но все-таки существуют и другие виды теста. Тот рецепт, что я хочу предложить вам сегодня, чуть-чуть посложнее, но при этом он очень вкусный. Дело в том, что тесто для такой пиццы получается пышным и воздушным. Оно немного напоминает тесто для американской пиццы, где известно, что корочка немного объемнее, чем в итальянской. Тесто по этому рецепту получается более воздушным и пышным, не таким тонким, как в итальянской пицце, но при этом не менее вкусным. И сегодня нам понадобится 400 граммов муки, 100 мл воды, 50 мл молока, 20 мл растительного масла, пол чайной ложки соли, чайная ложка сахара, 10 граммов сырых дрожжей и 30 граммов сливочного масла. Ну что ж, начнем замешивать тесто. И для начала нужно согреть воду до 35-40 градусов, чтобы она была просто теплой. Также нам нужно согреть молоко, оно тоже должно быть теплым, и растопить сливочное масло. Чтобы это все сделать проще и быстрее, я кладу сливочное масло в молоко и грею в течение 10 секунд в микроволновке. Тает масло, греется молоко. Потом размешиваем, все готово. Теперь нужно развести дрожжи теплой водой. Добавляем соль, сахар и снова перемешиваем. Добавляем теплое молоко с растопленным в нем сливочным маслом и растительное масло. Осталось только ввести муку небольшими порциями, постепенно размешивая, чтобы не было комочков. Тесто у нас уже почти загустело, и теперь его можно замешивать руками. Тесто не должно липнуть к рукам, это значит, что муки немного не хватает, поэтому добавим. Немного у меня пока липнет, но совсем чуть-чуть. Мука сейчас разная, поэтому какой-то муки нужно меньше, какой-то больше, смотрите сами. Тесто замешиваем до тех пор, пока оно не липнет к рукам, но все-таки оно должно быть мягким. Все, тесто мы замесили, оно получилось мягким, воздушным, нежным и при этом гладким. Это то, что нам нужно. Дополнительно оставлять его в теплое место, чтобы оно поднялось, не нужно. Достаточно положить его в мисочку, накрыть полотенцем и оставить на то время, пока мы готовим начинку для пиццы. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Ну а если понравился, ставьте лайки. А также подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Пока!